Наверное, нет такой квартиры или дома, в котором не найдется пачка пищевой соды. Она часто используется в роли разрыхлителя в кулинарии, а также применяется для очищения посуды от самых разных загрязнений. Химическое название соды – гидрокарбонат натрия. Он обладает уникальными целебными свойствами и применяется в народной медицине для профилактики многих болезней. Удивительно, но сода – это один из элементов крови человека, который влияет на клетки, участвующие в ответе иммунитета на попадание в организм бактерий и вирусов. Недавно ученые провели большое исследование, в котором расписали эффективность и способы применения соды в медицинской практике. Хотите узнать, что именно удалось выяснить и доказать, и как при помощи соды защититься от большинства болезней? Для начала подпишитесь на наш канал, ведь мы ежедневно готовим для вас интересные и полезные ролики о здоровье, полезной и вредной еде, доме и огороде. А если поставите колокольчик, то точно не пропустите ничего интересного. Итак, сода. Исследования доказали, что сода восстанавливает обменные процессы внутри клеток и нормализует трофику в структуре клетки. Все это влияет на нормальную работу всех функций человеческого организма. Научные работники использовали соду для лечения гломерулонефрита и почечной недостаточности. Ученые утверждают, что состояние людей существенно улучшилось, поскольку сода увеличивает выработку кислоты, увеличивает скорость фильтрации, снижает давление, уровень азота и способствует быстрому снятию отечности в организме. Сегодня в медицине используется 4% раствор соды, так же, как это делали наши дедушки с бабушками и их предки. Сода применяется для нормализации pH при заболеваниях легких, при инфекционно-токсическом шоковом состоянии, при сердечной недостаточности и даже при инфарктах. Сода без преувеличения может спасать жизни людей в чрезвычайных состояниях. Благодаря ей в организме быстро компенсируется нехватка калия в клеточных структурах, а также снижается уровень натрия. Таким образом, клетки получают возможность регенерации и живут дольше, выполняя свои функции. Можно ли употреблять соду людям, у которых плохо вырабатывается кислота и имеются патологии желудка, гастрит или язвы? Некоторые врачи заявляют, что в таком случае нельзя употреблять соду. Но в конце прошлого века в Гомеле было проведено исследование на предмет влияния соды на слизистую оболочку. Было установлено, что сода устраняет кислоту, но на кислотообразующие возможности организма никак не влияет. Поэтому даже при гастрите и сниженной кислотности применять соду можно. Тем не менее, это не исключает необходимость посоветоваться с врачом перед применением. Также сода зачастую используется в постоперационном периоде, если пациент страдает воспалениями в области живота, при патологиях в системе мочевыделения, при диабете и заболеваниях вестибулярного аппарата. Такие медики советуют употреблять соду при интоксикациях и отравлениях фосфором и другими химическими элементами. Она применяется в качестве дополнительного препарата для лечения. Если употреблять соду на протяжении долгого времени, увеличивается наличие лейкоцитов и лимфоцитов в организме, а также сода позволяет компенсировать нехватку белка при его нехватке в рационе питания. Для профилактики каких заболеваний применяется сода? Сода принимает участие в профилактике раковых заболеваний, лечит алкогольное отравление, помогает в лечении интоксикации при курении. Используется для лечения токсикомании и наркозависимости. Применяется в лечении лучевого заболевания. Вымывает деструктивные вещества в комплексе с препаратами против суставных болезней и патологий мышечных тканей. Улучшает концентрацию. Лечит гиперактивность и плохую усваиваемость у детей. Очищает организм от активных компонентов, которые появляются при переживаниях и стрессах. Исследования определили, что нормальный кислото-щелочной баланс человека колеблется в диапазоне от 7,35 до 7,47 pH. Если этот показатель опустился, то кровь начинает закисляться. Это вызывает серьезные негативные последствия. Обычно в таком состоянии назначается от 1 до 2,5 столовых ложек соды внутрь ежедневно. Это позволит нормализовать pH человека, защититься от холилитиаза и появления камней в почках. Стоит отметить, что кислотная среда – это идеальное место обитания самых разных паразитов, как ленточных, так и трубчатых. Также сода принимается для лечения кариеса, чтобы сделать слюну более щелочной. Но при чрезмерном употреблении соды почки хоть и могут справиться с выведением ее из организма, но внутренним органам тоже необходимо давать отдых. Принимаем соду умеренно и делаем перерывы. Как употреблять соду?
Если вы хотите лечиться содой, необходимо знать методы ее употребления и правильную дозировку. Сразу употреблять большое количество соды запрещено. Начните с небольшого количества. Благодаря чистке организма содой вы сможете вывести шлаки из организма, которые копились там долгие годы. Употреблять гидрокарбонат натрия нужно на голодный желудок. Оптимально, если употребление соды будет приходиться на время за полчаса до еды. Если же делать это сразу после еды, то пищеварение может существенно пострадать. Изначально нужно употребить не больше 1 грамма соды за первый раз и постепенно за несколько недель увеличивать дозировку до 5 граммов. Перед тем, как начать лечение обычной кухонной содой, надо четко запомнить, что для употребления внутрь ее нужно разводить только кипяченой и теплой водой. Можно употреблять и сухую соду, но запить стаканом такой воды обязательно. Принимать соду нужно не меньше 3 раз в сутки. Что помогает вылечить сода? Сода – это замечательное средство для избавления от вредной привычки курить. Для лечения надо регулярно полоскать рот содовым раствором. Берем 1 ложку соды и 1 стакан воды, полоскаем полость рта и выплевываем через 2 минуты. Можно использовать и другой способ. Для этого необходимо нанести соду на всю ротовую полость. Для этого ложим соду на язык, и под воздействием слюны она начинает растворяться. Это влияет на рецепторы в ротовой полости, поэтому появляется отвращение к табачным изделиям, запаху и всему, что с этим связано. Сода часто используется для профилактики инсультов. Ежедневно после купания и умывания по вечерам перед сном нужно чистить полость рта при помощи кухонной соды. Еще лучше, если в соду добавить несколько капель перекиси водорода. Сода помогает в профилактике раковых заболеваний. Если употреблять соду вовнутрь, можно существенно снизить вероятность появления раковых патологий. А вот чтобы сода принимала участие в лечении уже имеющегося злокачественного новообразования, важно, чтобы сода напрямую контактировала с патологическим участком. Как именно сода помогает в борьбе с раковыми заболеваниями? Раковые патологии возникают из-за наличия уязвимых мест в организме с закисленной средой и нарушением pH в организме. Отметим, что качество иммунитета человека тоже напрямую зависит от равновесия щелочи и кислоты в организме. А вот возле злокачественных клеток всегда формируется кислотная среда, которая мешает иммунитету эффективно работать и защищать организм от патологического деления клеток. Первым эффективность лечения рака содой оценил итальянский специалист Тулио Симончини. Он выявил, что онкология очень похожа на грибковое заболевание по своей природе. Формируется белый налет на разных оболочках организма. Врач доказывает, что метастазы раковой опухоли обуславливаются тем, что грибок тоже спорами распространяется по организму и поражает здоровые клетки, нарушая работу иммунитета и его функции по борьбе с раковыми клетками и метастазами. И для нормализации состояния и выздоровления очень важна работа иммунной системы. Интересно, что при лечении онкологии сильнейшими препаратами с огромным количеством побочных эффектов ослабляется иммунитет, и грибки начинают путешествовать по организму, поражая здоровые ткани и клетки, лишь провоцируя развитие рецидивов патологий. Чтобы вылечить рак, нужно обязательно укрепить иммунитет. Врач уверен, что лечение содой эффективно, поскольку грибки не могут ей сопротивляться. Он применял 20% раствор соды и прямо воздействовал на опухоль. Все пациенты начинали чувствовать себя гораздо лучше. Опыты этого врача заметила официальная медицина и начала преследовать врача. За эксперименты Симончини посадили в тюрьму на 3 года, и после выхода на свободу врач продолжил свои испытания с еще большим энтузиазмом. И все пациенты врача утверждают, что справились с онкологией. Тем не менее, мы рекомендуем вам обязательно проконсультироваться со своим специалистом по поводу применения соды в лечении онкологических заболеваний. Топ-12 способов лечения содой. Высокая кислотность и ее признаки могут с успехом лечиться содовыми растворами. При изжоге и забросе пищи с кислотой в органы пищевода нужно взять 5 грамм соды, стакан воды, смешать и выпить этот раствор. Сода используется в лечении кашля. Она помогает устранить сильный кашель в комбинации с теплым молоком. Подогреваем стакан молока, добавляем ложечку пищевой соды и употребляем вовнутрь. Сода может помочь и от боли в горле. Признаки заболевания легко устраняются при помощи полоскания раствором соды. Берем 2 ложки соды и растворяем в стакане воды. Полоскаем полость рта не меньше 4-5 раз в день. Сода помогает и при аритмии. Если сердце бьется слишком часто, можно употребить раствор, состоящий из стакана воды и половины ложки соды. Также это поможет стабилизировать кровеносное давление, уровень pH в организме и поможет вывести из организма соли и жидкости.
Сода является самым надежным средством для лечения вестибулярных расстройств. Если вас укачивает в машине, просто выпейте перед дорогой содовый раствор. Прыщи и акне можно посыпать содой и наложить алоэ поверх бикарбоната натрия. Повязку держим на протяжении 2 дней, и гной рассасывается сам по себе. Ванночка с содой поможет избавиться от мозолей и натоптышей. Она быстро размягчает и устраняет омертвевшие и затвердевшие участки кожи. Это дешевое средство, которое есть в каждой кухне, может использоваться для очищения кожи головы и предотвращения появления перхоти. Для этого в средство по уходу за волосами добавляем 1 ложку гидрокарбоната натрия. Издавна она применялась для лечения кандидоза у женщин. Чтобы приготовить раствор, надо набрать 1 литр воды, взять ложку соды, смешать и делать процедуры 2 раза по утрам и вечерам. Сода помогает в борьбе с зудом после укуса комаров, клещей и других букашек. Ложку соды нужно развести в воде теплой или комнатной температуры и делать примочки на коже в местах укусов. Если человек страдает повышенной потливостью, можно натирать подмышки содой после купания, и пот больше не будет вас беспокоить. Сода также применяется при воспалении десен. Сода может изменить кислотность слюны, что убьет болезнетворные бактерии в ротовой полости и уберет налет. Возьмите соду и нанесите на десны, после чего хорошо почистите зубы и прополоскайте рот. К слову, такая процедура поможет вам защититься от кариеса и преждевременной порчи зубов. Сода также применяется в лечении грибка на ногах. Для этого необходимо обильно намазать ноги содой, подержать несколько минут, после чего обмыть проточной водой и очень тщательно вытереть сухим полотенцем. Грибок уйдет за несколько процедур. Удивительно, но сода используется и для борьбы с лишними килограммами. В ванную с горячей водой необходимо добавить около 200 граммов соды, в результате чего за один такой прием можно сбросить до 2 килограммов. Противопоказания. Как и у любого народного средства, у соды есть свои противопоказания. Если слишком долго использовать соду наружно, могут появиться ожоги и раздражения. Лечить содой изжогу необходимо осторожно, поскольку она не только устраняет кислотность, но и провоцирует желудок на выработку новой кислоты. Слишком часто применять ее не стоит именно по этой причине. И еще один важный нюанс. Людям с низкой кислотностью в организме категорически запрещается употреблять соду. Она может вызвать обострение в ЖКТ. Какую пользу оказывает вода с содой? Какими свойствами обладает вода с солью? В каких случаях необходимо использовать раствор соли и соды вместе? Смотрите видео до конца и узнаете, на что способны растворы таких обычных и знакомых веществ. Вода совершенно необходима для нормальной работы организма, ведь тело человека состоит из воды в зависимости от возраста от 70 до 80%. Вместе с водой в организм могут поступать полезные вещества и минералы. Вместе с водой они лучше всасываются и усваиваются, быстрее попадают в кровь и распределяются по организму. Применение растворов соды и соли используется для улучшения состояния организма, способствует выведению шлаков и токсинов, стимулирует метаболизм. Какую пользу оказывает вода с содой? Содовый раствор используется при целом ряде патологических состояний. Его применяют с целью уменьшения симптомов воспаления, восстановления водного и кислотно-щелочного баланса, нормализации работы желудочно-кишечного тракта. Применять содовый раствор можно внутрь, причем есть разные схемы его использования. Раствор гидрокарбоната натрия используют наружно для полоскания и промывания слизистых, воздействия на кожные покровы. Специально изготавливаемые растворы соды вводят внутривенно капельно, чтобы поддержать организм, испытывающий интоксикацию и нарушение работы внутренних органов. Раствор соды влияет на организм при приеме внутрь следующим образом. Нейтрализует повышенную кислотность желудочного сока, уменьшает дискомфорт в животе, тяжесть в желудке, помогает при изжоге, если принимать утром натощак, то запускает работу желудочно-кишечного тракта, подготавливает желудок к приему пищи. Помогает печени синтезировать желчь, то есть оказывает желчегонный эффект, стимулируя образование и выведение желчи. Делая это, очищает клетки печени, повышает их функциональную активность.
Оказывает очищающее действие на бронхи, разжижает мокроту, приводит к облегчению ее выведения и создает щелочную среду слизистой дыхательных путей, которая неблагоприятно действует на вирусы и бактерии. Проходя через почки, сода помогает очиститься мочевыводящей системе от солей и песка, участвует в растворении оксалатов и уратов, контролирует состояние сосудов и текучее свойство крови, помогает понижать артериальное давление, приводит к выведению из организма неблагоприятно воздействующих веществ, активность которых повышается в кислой среде, то есть очищает кровь от свободных радикалов и тяжелых металлов. Стимулирует рвотный рефлекс, что используется при отравлениях алкоголем или некачественной пищей. При помощи правильного употребления содового раствора возможно очищение всего организма. Применять раствор соды следует с осторожностью, чтобы не повредить организму. Ведь избыток щелочи также отрицательно воздействует, как и кислоты. Оптимально применять раствор, сделанный из 1 чайной ложки на стакан теплой воды. Раствор соды можно использовать для местного лечения, проведения ингаляций, полоскания горла, гигиенических процедур. В таком варианте использование раствора соды оказывает следующее действие: уменьшает боль и воспаление при болях в горле и зубной боли, не дает размножаться бактериям и грибкам, способствует выведению скопившейся слизи, снятию зуда и раздражения. Перед тем, как смотреть видео дальше, предлагаем подписаться на канал, чтобы всегда быть в курсе наших новинок. Какими свойствами обладает вода с солью? Использовать слегка подсоленную воду полезно, только не следует делать слишком концентрированный раствор. Хлорид натрия, а именно такая формула у обычной соли, принимает важное участие в проведении многих биохимических реакций организма. Употребление соленой воды нормализует минеральный баланс, восстанавливает кислотно-щелочное равновесие. Полезное свойство соленой воды: способствует ускорению переваривания пищи, активизирует ферментативную деятельность в желудочно-кишечном тракте, помогает организму удерживать влагу, сохраняет электролитный состав, стимулирует накопление энергии, противостоит слабости и усталости, бодрит. Восполняет недостаток минералов, разжижает мокроту, улучшает дренажную функцию бронхов, контролирует артериальное давление, тонус сосудистых стенок, приводит к уменьшению концентрации аллергенов, а значит и проявлений аллергии. Обладает послабляющим действием, справляется с затруднением выведения шлаков, скопившихся в кишечнике, помогает при запорах. Использование соленой воды по специальной методике с применением определенных упражнений очищает кишечник и весь организм от скопившихся шлаков и токсинов. Умывание соленой водой делает кожу более мягкой, приводит к заживлению микротравм, уменьшает количество мелких морщин, очищает от черных точек и прыщей. Полоскание раствором соли оказывает противовоспалительное, противоотечное, обезболивающее действие, обладает антибактериальным эффектом. Поэтому используется при воспалительных состояниях в полости рта и глотки. Концентрация солевого раствора для разных целей может быть не одинаковой. Так, для укрепления организма необходимо растворять в литре кипяченой воды четверть чайной ложки соли. Раствору надо дать постоять сутки и принимать натощак по стакану в течение 7 дней. Потом делать аналогичный по протяженности перерыв и повторять курс. Для очищения кишечника понадобится более насыщенный раствор. На литр воды используется столовая ложка соли. Следует с осторожностью относиться к употреблению раствора соли внутрь тем, у кого есть проблемы с работой почек во время беременности и гипертоником. Напишите в комментариях, каким раствором вы чаще пользуетесь, соленым или раствором соды. В каких случаях необходимо использовать соль и соду в одном растворе? В некоторых случаях возможно применять вместе эти два полезных вещества в одном растворе. Так, в домашних условиях делают глюкозно-солевой раствор для профилактики и лечения обезвоживания при кишечных инфекциях. То есть, по сути, получают у себя на кухне регидрон. Для приготовления такого необходимого, очень полезного соединения надо отварить в литре воды 100 грамм изюма, кипятить не стоит более 10 минут. Добавить чайную ложку соли без верха и тщательно перемешать. Положить половину маленькой ложки соды. Теперь только осталось растворить 4 чайные ложки сахарного песка.
Все вскипятить, то есть довести, помешивая до кипения, и выключить огонь под кастрюлей. Нужный лечебный раствор, необходимый для восстановления минерального баланса, готов. Сделать можно еще проще. Растворить в литре воды чайную ложку соли, добавить половину маленькой ложки питьевой соды, внести и размешать 8 маленьких ложек сахарного песка. Раствор для борьбы с обезвоживанием и выведения токсинов готов. Взрослым литр такого раствора надо выпивать в течение часа. Детям давать маленькими порциями, чтобы не спровоцировать рвоту. Таким образом, используя соль и соду, можно восстановить электролитный баланс организма. Сахар необходим для улучшения проникновения в клетки электролитов и повышения возможности усваивать их организмом. Еще использование раствора соли и соды помогает при респираторных инфекциях уменьшить проявление ринита и фарингита. Такой раствор применяют для полоскания горла и промывания носа. Приготовить его следует, взяв по чайной ложке обоих ингредиентов на стакан воды. Такая насыщенная минералами жидкость уберет избытки образовавшейся слизи, уменьшит отечность, а значит и заложенность, купирует болевые ощущения, нейтрализует бактерии и вирусы. Применение подобного раствора помогает справиться с зубной болью, уменьшить симптомы периостита и признаки пародонтоза. Использование раствора соды и соли уменьшит отечность и зуд в местах укусов кровососущих насекомых. А еще, обрабатывая этим раствором, можно избавить домашних животных от блох, также вычистить от них помещения, куда иногда такие эктопаразиты совершают нашествие. Казалось бы, такие простые два вещества, которые есть у каждой хозяйки на кухне. А сколько от них пользы? Ведь это не считая еще множества возможностей применения растворов соды и соли для растений в саду и огороде, цветущих на подоконнике. Да и про основные способы их использования совсем забыли, ведь это важные пищевые добавки, делающие блюда вкуснее, а санитарно-гигиеническое состояние кухонных принадлежностей лучше и чище, то есть и здесь они служат для нашего здоровья. Только всегда стоит помнить о правилах применения любых, даже самых полезных веществ. Их не должно быть слишком много. Поэтому в каждом случае следует строго придерживаться рекомендованным пропорциям, написанным в рецепте. А если есть сомнения, то посоветоваться с лечащим врачом. Давайте сегодня поговорим о продукте, который знаком нам с детства. Обычная пищевая сода является крайне полезным продуктом. Также ее можно применять в самых различных целях. Первое. Для отбеливания зубов. Пищевая сода часто применяется для отбеливания зубов в домашних условиях. Для этого достаточно просто посыпать зубную пасту небольшим количеством соды. Такое действие объясняется тем, что сода состоит из большого количества абразивных частиц. Именно они и способствуют удалению зубного налета. Также полоскание раствором соды может облегчить зубную боль. Второе. Для здоровья ног. Сода обладает дезинфицирующим эффектом, поэтому обладает способностью ускорять процесс заживления мелких трещинок и ранок. А если периодически делать ванночки для ног с добавлением соды, то такой способ может стать отличной профилактикой грибковых заболеваний, а также поможет избавить вас от неприятного запаха от ног. Этот же метод может подойти людям, которые ходят в неудобной обуви, ведь такие ванночки помогут избавиться от усталости и отечности ног. Третье. Для смягчения кашля. Сода уже давно используется во многих народных рецептах и является очень эффективным средством по борьбе со многими недугами. Для избавления от кашля существует два метода. Первый из них советует развести чайную ложку соды в молоке и выпивать стакан такого напитка на ночь. Данное средство помогает выводить мокроту из легких и облегчает симптомы кашля. Второй способ обладает точно такой же эффективностью, но тут следует соду смешать с водой и полоскать этим раствором горло каждые 4 часа. Данное средство помогает снимать воспаление горла и выводить мокроту из легких. Четвертое. Для желудка. Также пищевая сода способна облегчать изжогу. Для этого необходимо половину чайной ложки соды смешать с половиной стакана чистой воды. Сода способна нейтрализовать избыток кислоты в желудке, и поэтому облегчение вы почувствуете уже через несколько минут. Именно благодаря этим свойствам сода долгие годы была основным средством скорой помощи при язвенной болезни. Однако чрезмерное ее применение может вызвать совершенно обратный эффект, а именно увеличить выделение кислоты.
Кроме того, при взаимодействии кислоты с содой выделяется углекислый газ, который раздражает стенку желудка. Соду следует использовать только тогда, когда под рукой нет других лекарств. Пятое. При ожогах. Сода может также помочь справиться с химическими ожогами. Дело в том, что если растворить небольшое количество соды в воде, то это поможет нейтрализовать действие кислоты, которая вызывает ожог. Также и при солнечных ожогах сода способна помочь. Для этого достаточно принять так называемую содовую ванну. Главное не добавлять слишком большое количество соды в воду. Шестое. При борьбе с раком. Специалисты утверждают, что разбавленная в воде сода способна повышать восприимчивость раковых клеток к лечению. Дело в том, что во время роста раковой опухоли большое количество пораженных клеток отрезаются от кровеносной системы и от химиотерапии. Вследствие этого данные клетки лишаются кислорода, за счет чего происходит повышение кислотности. И вот как раз ее и способна нейтрализовать пищевая сода. Ученые проводили исследования, которые доказали, что с употреблением соды раковые клетки лучше поддаются лечению. Но самое главное, что данное средство не является дорогостоящим лекарством, а очень доступным, которое сможет позволить себе каждый. Седьмое. Поможет бросить курить. Практически каждый день курильщики ищут новые методы избавиться от вредной привычки. Но мы знаем один действенно эффективный метод. В сухом виде сода вызывает неприязнь к никотину. А если для таких методов использовать содовый раствор, то можно навсегда избавиться от этой пагубной привычки. Для этого необходимо пить содовый раствор небольшими количествами на протяжении всего дня. Таким образом, при попытке закурить у вас будет возникать чувство рвоты и тошноты. Восьмое. Для красоты кожи. Сода также является отличным косметическим средством. Попробуйте смешать ее с мыльной пеной или гелем для мытья и получите нежный скраб, очищающий кожу от омертвевших клеток и открывающий поры лица. Кожа станет гладкой и нежной. Особенно он подходит для чувствительной и склонной к раздражениям кожи, поскольку сода обладает смягчающим и противовоспалительным действием. Вот такой краткий, но в то же время очень полезный обзор получился у нас сегодня с вами по поводу обычной пищевой соды. Мы на этом прощаемся. Всем до новых встреч и самое главное, друзья, будьте здоровы! На этом закончим ролик. На канале можете найти много интересных видео о пользе и вреде овощей и фруктов, а также о болезнях и способах их лечения. Поэтому прошу не забыть подписаться на канал и нажать на колокольчик. Еще буду благодарен, если поставите лайк и поделитесь роликом с родными и близкими.